Привет, друзья! В Берлине идет бурное обсуждение проекта, который может изменить саму конструкцию немецкой государственности. Команда Фридриха Мерца предлагает не просто реформу полиции, речь идет о глубокой трансформации всей силовой вертикали. Новый законопроект – это не просто поправки, это новый курс. Его цель, как подается официально, защитить страну от современных угроз, нелегальная миграция, транснациональная преступность, угрозы инфраструктуре. Но за этими формулировками кроется куда более амбициозная стратегия. Согласно предварительным положениям, силовые ведомства получают расширенные права на проведение операций, включая превентивные, задержания и доступ к личным данным при угрозе государственных интересов. Также обсуждается возможность задействования армии внутри страны в особых случаях, определяемых внимание федеральным правительством. Это означает, что границы между внешней и внутренней безопасностью размываются. Некоторые аналитики осторожно называют происходящее началом строительства параллельной вертикали власти, основанной на безопасности. Усиливается федеральное агентство, а у земли могут отобрать часть полномочий. Вопрос, почему именно сейчас и почему такие меры продвигаются без широкой общественной дискуссии? Есть и другая сторона. На фоне нестабильности в Европейском Союзе, политического хаоса во Франции, роста недовольства среди фермеров и рабочих, Берлин явно готовится к возможным внутренним протестам, и новый закон может стать инструментом, опережающим контроль над ситуацией. Официальные лица заявляют, безопасность граждан – приоритет номер один, но критики уже задаются вопросом, не подменяется ли демократия системой управления через страх и контроль. Начинается ли в Германии новый политический цикл, где порядок важнее свободы. И еще события, которые не могут не волновать общественность. Фермеры Германии пока молчат, но это тревожная тишина, та, которая обычно наступает перед бурей. После зимних протестов 2024 года, казалось бы, правительство пошло на уступки, но с приходом Фридриха Мерца курс вновь меняется теперь в сторону приоритетов промышленности, экспорта и энергетики. А что остается фермерам? Им снова приходится бороться не только с природой, но и с системой. Новая аграрная стратегия, обсуждаемая в кулуарах, предполагает сокращение дотаций, пересмотр земельного законодательства и жесткое реформирование субсидий. Официальная цель – это оптимизация сельхозсектора и снижение зависимости от государственного финансирования. Но фермеры читают это по-своему. Поддержка уходит, требования растут, а цены на удобрения и топливо продолжают также расти. Особенно болезненно воспринимается предложение о контроле за выбросами метана и воды. Под лозунгами «экологическая безопасность» правительство может получить рычаги давления на каждое хозяйство. А если добавить сюда бюрократическую реформу, то риски очевидны. Мелкие и средние фермеры могут просто не выжить. Сельская Германия не прощает быстро. Именно из этих регионов пошла волна блокировок трасс и протестов под тракторными гудками. Сейчас митингов нет, но фермерская ассоциация снова собирается. В телеграм-каналах аграриев новая волна обсуждений. Появились призывы к всеобщей мобилизации в случае принятия закона без диалога. Мерц – это сторонник промышленного прорыва, но, возможно, он недооценивает гнев сельского населения, уставшего от постоянных реформ сверху. Протесты пока не начались, но если законы ударят по земле, ответ может быть громким, очень громким. Интересно то, что когда Фридрих Мерц заявил о пересмотре зеленой политики, Европа замерла. То, что вчера еще было догмой, сегодня под вопросом. Германия, бывшая флагманом экологической трансформации, неожиданно изменила свой курс. Отказ от новых климатических обязательств, пересмотр планов по отказу от углеродных источников и даже сокращение финансирования возобновляемых источников энергии – все это звучит из уст немецких министров сегодня. Энергетика, транспорт, агросектор – именно там Мерц запускает масштабный демонтаж прежней модели. Власти заявляют, приоритет – это технологическая безопасность, рабочие места и энергетическая независимость. Слишком дорого обходятся субсидии, слишком резким был переход, слишком болезненные последствия для бизнеса и домохозяйств. Люди устали от растущих тарифов и непрозрачных зеленых налогов. И именно этим пользуется новый политический курс.
Что же происходит на самом деле? Мерц объясняет, переход должен быть реалистичным, а не разрушительным. За этой формулировкой стоит целая идеология. Германия больше не готова жертвовать экономикой ради экологических утопий, заводы закрываются, счета за электричество бьют рекорды, а промышленные гиганты переносят производство за границу. Новое правительство, похоже, делает ставку не на зеленый идеализм, а на энергетический прагматизм. В кулуарах обсуждают и другое. Германия может временно вернуться к углю и газу, а также пересмотреть решение о закрытии атомных электростанций. Разговоры об энергетическом суверенитете все чаще звучат на фоне политической нестабильности в Европейском Союзе. Некоторые источники утверждают, что Мерц планирует продвигать совершенно иную модель устойчивости, не через тотальный контроль за выбросами, а через технологическую модернизацию и отказ от давления на бизнес. Реакция Брюсселя, конечно же, неоднозначна. Комиссары Европейского Союза заявляют о риске энергетического раскола. Франция, Нидерланды и Швеция уже требуют разъяснения, но Мерц держит линию. Германия должна действовать в своих интересах. Бизнес-ассоциации Германии аплодируют. Производители машин, химических продуктов, металлургия – все они давно просили ослабить зеленое давление. Но в Брюсселе тревога. Некоторые чиновники Европейского Союза уже публично предупредили. Пересмотр климатических обязательств может подорвать общий климатический курс Евросоюза. Немецкие экологи предупреждают о катастрофе, но предприниматели, как я сказал, аплодируют. Мы наконец-то услышали, говорят представители промышленности, но какова цена такого разворота? Спасет ли это экономику или запустит новую волну конфликта внутри Евросоюза? Одно ясно, зеленый консенсус, державшийся на плаву почти 15 лет, дал трещину, и именно Германия нанесла первый удар. Но и это еще не все. В кулуарах власти нарастает напряжение. Последние заявления Фридриха Мерца все громче звучат как вызов всей евробюрократии. Новый курс Германии вызывает вопросы. Действительно ли Берлин больше не хочет подчиняться директивам из Брюсселя? Или речь идет о создании именно новой модели, в которой Германия становится центром притяжения альтернативного Европейского Союза? По информации, циркулирующей среди политических аналитиков, в немецких кабинетах обсуждаются те шаги, которые еще несколько месяцев назад казались невозможными. Программа дерегуляции, пересмотр бюджетных взносов в Европейский Союз, жесткая критика зеленой повестки – все это вызывает тревогу в Европарламенте. Некоторые депутаты уже говорят о времени больших перемен, а западные издания осторожно обсуждают, не идет ли речь о перезагрузке самой сути Евросоюза. Хайп подогревает и внутренняя риторика. Мерц все чаще апеллирует к суверенитету Германии и необходимости решать в Берлине, а не в Брюсселе. А по сети расходятся слухи о неформальных переговорах между Берлином, Римом и Будапештом. Темы не афишируются, но эксперты предполагают обсуждение формирования более гибкого блока государств, свободных от части обязательств Европейского Союза. При этом немецкое правительство подчеркивает, никакого выхода из ЕС не планируется, а речь якобы идет о реформировании Союза. Но даже такая формулировка вызывает шок у еврооптимистов, ведь если Германия начнет действовать самостоятельно, другие страны могут последовать ее примеру. Польша, Италия, Австрия уже высказывают поддержку части предложений Фридриха Мерца, а в Брюсселе нарастает беспокойство. Некоторые источники утверждают, что обсуждается даже идея ввести финансовые инструменты давления на Германию. Но, возможно, поезд уже ушел. Германия уверенно движется в сторону политической и экономической автономии. И теперь главный вопрос – это раскол Европы или рождение новой Европы с другими центрами влияния и новыми приоритетами. На сегодня у меня все. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий. До встречи!